За прошедшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, при этом обстрелам подвергались 9 населенных пунктов нашей республики. На Горловском направлении боевики 30-й механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза обстреляли из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, населенные пункты Зайцево и Доломитное. На Донецком направлении с позиций 24-й и 93-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Гудзя, Брыжинского и Мишанчука велся огонь с применением минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по населенным пунктам Ясиноватая, Трудовские, Васильевка и району аэропорта города Донецка. В очередной раз вооруженные формирования 93-й механизированной бригады открыли огонь по территории Васильевской насосной станции с применением минометов калибра 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия. Всего по территории станции было выпущено 8 мин. К счастью, персонал успел спрятаться в укрытие и не пострадал. На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Саханка, Октябрь и Коминтерново. Несмотря на запрет Минобороны Украины на боевые применения минометов «Молот» до окончания проведения расследования причин технических неисправностей, продолжаем фиксировать поставки данного типа вооружения не только в тыловые подразделения, но и в бригады, дислоцирующиеся вдоль линии боевого соприкосновения. И последствия таких поставок по-прежнему приводят к небоевым потерям среди личного состава вооруженных формирований Украины. Вчера в районе населенного пункта Водяное в ходе обстрела населенных пунктов республики у минометного расчета 3-го батальона тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады произошел разрыв минометом «Молот», в результате чего 3 военнослужащих погибли и 1 получил тяжелые ранения. В связи с нелегальной поставкой в войска данного типа вооружения, факт разрыва миномета и гибель личного состава тщательно скрывается командованием ООС. В целях исключения утечки информации со стороны свидетелей происшествия на месте происшествия работают сотрудники СБУ. Продолжаем фиксировать противостояние за распределение зон ответственности между регулярными частями вооруженных формирований Украины и прибывающими в зону ООС националистическими подразделениями. Ежедневные вооруженные стычки приводят к регулярным потерям среди личного состава и вынуждают командование вооруженных формирований Украины, Национальной гвардии Украины принимать жесткие меры по их пресечению. Так, 17 марта в Краматорске отмечено прибытие начальника штаба Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Кривенко с целью проведения разбирательства и наказания виновных в 5-й отдельной бригаде Национальной гвардии, открывших минометный огонь по подразделениям вооруженных формирований Украины. В ходе ответного огня бригада понесла потери в количестве 4 человек.